Легко представить эволюцию технологий как линейный процесс, начиная с самых примитивных простых машин и заканчивая беспилотными автомобилями и искусственным интеллектом, которые мы имеем сегодня. Но это не совсем так. Некоторым древним культурам удалось разработать умопомрачительно сложные и изощренные изобретения, используя методы и знания, которые, казалось, возникли из ниоткуда, и некоторые из них мы никогда не могли воспроизвести с нашими нынешними ресурсами и знаниями. В VII веке Византийская империя подверглась нападению захватчиков из Восточного Средиземноморья. К счастью, у них было секретное оружие, известное как греческий огонь, который обрушивался с византийских кораблей на вражеские корабли. Это было сделано с помощью устройства, которое никогда не повторили, но которое в старой литературе называется сифоном. Самым непонятным аспектом является то, что греческий огонь может продолжать гореть даже на воде. Ученые до сих пор не знают, из чего он сделан. После падения Византийской империи древнее огнестрельное оружие исчезло, и его больше никогда не использовали. Во время крестовых походов появились отчеты о превосходной стали из Леванта, которая была невероятно острой и гибкой и только казалась нерушимой. Когда-то его описывали как сплав, который мог разрезать плавающий носовой платок, согнуть его на 90 градусов и отогнуть обратно, не получив повреждений. По сей день никому не удалось воспроизвести оригинальный рецепт. В 1901 году на дне Средиземного моря было найдено странное механическое устройство. Этот предмет известен как антикитерский механизм и датируется Грецией и века. Хотя считается, что это некое астрономическое вычислительное устройство, никто не знает, кто и как его создал, поскольку технологии подобной сложности не встречались уже почти 1000 лет. Сейсмоскоп Джанхэна был изготовлен в Китае около 132 года. Считается, что это был первый прибор такого рода, который с удивительной точностью определял землетрясения. Использованная технология опережала свое время, и историки до сих пор не знают, как удалось совершить такой скачок. Каждый дракон представлял основное направление по компасу, и из пасти одного из драконов в пасть соответствующей лягушки падал шарик, указывая направление, в котором происходила сейсмическая активность. В деле возвышается массивный железный столб высотой более 7 метров. Он стоит на этом месте с IV века. Столб совершенно не ржавеет, даже находясь под воздействием природных стихий более тысячелетия. По сей день ученые удивляются безупречному состоянию железного столба. Одни считают, что отсутствие ржавчины связано с сухим климатом деле, другие — с уникальным минеральным составом железа. Манускрипт Войнича – одна из самых загадочных книг в истории, которая с момента ее обнаружения в 1912 году озадачила даже лучших криптологов. Она датируется 15 веком, хотя никто не может сказать наверняка. Большинство экспертов полагают, что рукопись была создана в Италии в эпоху Возрождения. Она написана на языке, который, как доказано, невозможно расшифровать, и полна, казалось бы, научных рисунков флоры, которая не встречается в природе. Существует множество сообщений о летательных аппаратах, появившихся задолго до исторического успешного полета братьев Райт. Возможно, самым древним из найденных на сегодняшний день является Рукма-Вимана, датируемый 400 годом до нашей эры в Индии. В Рукма-Вимане, авторство которой приписывается Махарши Бхардваджу, на фото содержатся эскизы этих летательных аппаратов, а также подробные инструкции по управлению ими и даже по переходу на солнечную энергию в случае необходимости. Считается, что кубок Ликурга был изготовлен в IV веке где-то на территории Римской империи. Когда кубок был доставлен в Британский музей Лондона, хранители были поражены его способностью менять цвет в зависимости от того, с какой стороны на него падал свет. При освещении спереди чаша была темно-красного цвета, а при освещении сзади она светилась зеленым светом. Исследователи пришли к выводу, что при ее изготовлении использовалась примитивная форма нанотехнологий, но как древние римляне разработали эту технологию, остается загадкой.